Корейская приправленная кукуруза. Признавайтесь честно, у кого всегда после того, как отварили кукурузу, остается ее достаточно большое количество. Кажется, что можно съесть все, но не получается. И сегодня как раз предлагаю, как можно сделать апгрейд уже отваренной кукурузе. Как вообще отварить вкусную сладкую кукурузу, как это делают в Корее, уже выходило видео. И здесь вверху на него линк. И теперь начинаем уже сам сегодняшний рецепт. У меня 2 отваренные кукурузы. Они еще теплые. Если ваша кукуруза уже остыла, просто 45 секунд можете ее подогреть в микроволновке. Отваренную кукурузу я показываю все пропорции на 2 початка. Мы разрезаем каждый початок напополам. И покажу сегодня 2 способа. Если еще остались волоски после варки, то удалите их. Первый способ очень интересный и оригинальный, наверное, понравится детям, да и вообще и взрослым тоже будет очень удобно так есть. Деревянные бамбуковые палочки, например, если вы покупали азиатскую лапшу и где-нибудь в тейкауте, то они обязательно у вас, наверное, остались. Воткните просто ее в середине половины початка и получите вот такие вот интересные оригинальные кукурузные палочки. Это первый способ. Второй способ, на самом деле, который мне нравится больше, тут меньше нужно заморачиваться, просто снимите зерна с початка и будем уже готовить их вот в таком вот виде. То есть у нас с вами 2 варианта. Один такой более интересный и один достаточно простой. Кому нравится так, кому нравится так. Итак, мы нагреваем сковороду на слабом огне и используем совершенно абсолютно любой майонез. Майонез потребуется в объеме 5 столовых ложек. Закладываем его на нагретую сковороду. И добавляем сахар. Сахар лучше, конечно, использовать коричневый, но если нет, белый тоже пойдет. 2 столовые ложки. И все это хорошо перемешиваем. Напоминаю, что держим температуру низкую, то есть готовим на это на слабом огне. Этот соус, майонез, должен поменять цвет. Если вы используете коричневый сахар, то он будет более такой темно-коричневый. В данном случае он более светлый коричневый, и сахар, конечно же, должен целиком раствориться. То тогда соус готов. Мы выключаем огонь, и сначала мы покроем цельные початки этим соусом. Очень удобно для этого использовать спатулу, но можно, в принципе, и силиконовую кисточку. И, в общем, все, что будет угодно, даже ложку. Чем больше соуса намажете, тем будет вкуснее. Открою вам секрет. Я думаю, такой секрет знают все. А с другим вариантом, где мы просто отделили зерна, все достаточно просто. Закладываете их на сковороду и перемешиваете с оставшимся соусом. Я, если честно, по-моему, с майонезом немножко переборщила, потому что ложки мои были с горькой, но это не повредит соусу, он от этого менее вкусным не станет. И после того, как мы все заправили соусом, нам потребуется сыр. Сыр пармезан или же есть еще один вариант, это сулгуни, грузинский сыр. Вообще они, в принципе, схожи по свойствам, эти 2 сыра. И либо вы их покупаете уже в натертой стружке, либо можете натереть сами на мелкой терке и просто посыпаете сверху. Что касается цельных початков, то их нужно будет вот так вот покрутить и сверху посыпать сыр. Сыр прилипнет к соусу. Далее нам потребуется красный молотый перец, чили, если хотите острую версию, если не острую, то паприка. Использовать нужно красный молотый перец мелкого помола. И мы опять-таки посыпаем просто перцем или паприкой сверху. Сколько насыпать, это уже, как говорится, кому как нравится, у кого какие вкусы. И, собственно говоря, наше нехитрое, но, поверьте мне, необыкновенно вкусное блюдо готово. После того, как вы хоть раз попробуете эту кукурузу, я думаю, что вы начнете варить кукурузу только ради того, чтобы приготовить ее таким вот образом.
Я настоятельно рекомендую все-таки это сделать, тем более, что я думаю, что кукурузу сейчас продают везде, по этому поводу, собственно говоря, и вышло это видео. Конечно, когда вы едите с палочки, то есть больше вероятности испачкаться, вот, поэтому я люблю больше вот такую версию со снятыми зернами. Тут все очень просто: перемешал и съел. Надеюсь, вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь, поделитесь этим видео с тем, кому это может быть интересно, и приятного вам аппетита!